Всем привет! Вот, наконец, я и вернулся к записи моего курса по C++. Я этому очень рад. И этот ролик будет посвящен операторам сравнения, а следующий тогда логическим операторам. Они, по идее, получатся небольшие, ну и ладно, пусть будет так. Так вот, операторы сравнения. Все тут, в принципе, довольно просто. У кого есть там 3, я не знаю сколько, 4-5 классов школы и математики, соответственно, я думаю, что все с ними знакомы. Ну, если не знакомы, то рекомендую ознакомиться. В принципе, они в плюсах ведут себя очень похожим образом, то есть они позволяют нам сравнивать, например, переменные с переменными, переменные с литералами, использовать эти сравнения в контекстах логических выражений, в циклах, операторов условного ветвления if. Ну, давайте приведем, не будем голословно, да, приведем конкретный пример. Допустим, есть у нас какая-то банальная переменная целочисленного значения integer, и которая имеет значение 10, да, мы ее проинициализировали этим значением. И, предположим, есть оператор условного ветвления if. И мы хотим сделать так, чтобы тело этого оператора, да, отработало только лишь в том случае, если значение нашей переменной будет, например, скажем, больше, чем 5. Да? Тогда тело оператора, неважно, что там будет, пускай какой-то cout банальный, I am work, org. Так. Вот. И что мы видим? То есть мы передали в условное выражение в круглых скобочках, да, вспоминаем оператор условного ветвления if, но я думаю, что если вы до этого урока дошли, то вы с ним уже достаточно хорошо знакомы. Если нет, то милости просим в урок по операторам условного ветвления. Так вот, передали в круглые скобочки нашу переменную, которую мы инициализировали значением 10, и сравниваем, соответственно, ее значение с пятеркой. То есть, если наша переменная имеет значение больше, чем 5, то, соответственно, тело условного оператора выполнится, и мы должны увидеть в консоли вывод I am work. То есть, давайте скомпилируем. Вот, как мы видим, в консольке у нас появилась эта самая фраза, что говорит о том, что у нас выполнилось тело. Но если мы, например, сейчас поменяем условия не на то, что у нас больше, да, переменная value, а наоборот, она меньше 5, то, соответственно, ну понятно, раз у нас 10 значение, то условие уже не выполняется. Переменная у нас не меньше, чем 5. И поэтому, произведя новую попытку скомпилировать, мы уже не получим вывода, соответственно, тело цикла не отработало. Это можно и понять, запустив дебаггер, прошагав как бы по всем шагам. Опять же, если кто-то с дебаггером не знаком, то, пожалуйста, можете посмотреть у меня урок по тому, как пользоваться дебаггером. Там как раз все разобрано на примере использования Visual Studio, так что тут тоже извольте дебаггер. Обязательно, кстати, ребят, если изучаете не только C++, а вообще любой другой язык программирования, то с дебаггером вам, конечно, обязательно нужно познакомиться, и чем раньше вы это сделаете, тем вы упростите себе быстрее жизнь. Вот, так что понятно, да, то есть переменная была больше 5, да, условие, то есть было больше 5, тело цикла выполнялось. Сделали условие, что переменная меньше 5, так как это неверно, условие условие оператора if не выполняется, и тело его, соответственно, не выполняется. Я показал простейший, да, меньше, больше, операторы сравнения. Какие еще есть? Еще есть оператор сравнения на равенство, но смотрите, здесь какой момент. Он пишется вот так. Именно как бы 2 равно ставите. То есть именно так выглядит условный оператор сравнения. То есть если вы напишете вот это, то вы присвоите значение. Это ошибка. То есть, ну как, компилятор позволит вам это сделать, но, скорее всего, вы немножко не этого хотите, да, потому что если мы какое-то записываем выражение в круглых скобках у if, скорее всего, мы хотим проверить какое-то значение, и, скорее всего, мы хотим какую-то логическую, так сказать, процедуру произвести и получить результат. Присваивать значение такое, честно говоря, я даже не помню, что в моей практике такое, не то чтобы у меня огромный какой-то опыт, но, тем не менее, даже вот в своем основном проекте я не помню, чтобы такие
такие кейсы у меня возникали. И думаю, что вы тоже вряд ли с ними столкнетесь. По крайней мере, не в первые 5 лет в проге. Ну ладно, или 3, да. Будем судить по моим конкретным хронометрическим рамкам. Так вот, именно вот это 2 равно, это оператор сравнения как бы на равенство. То есть эквивалентность, да, equal. Если мы сейчас запустим компилятор, мы видим, да, что значение переменной все еще 10 у нас, мы проверяем на равенство 5. Соответственно, если мы запускаем, мы в консоли не получаем никакого вывода, что говорит о том, что тело цикла, естественно, не отработало, потому что value равно 10. Но если мы теперь поменяем либо значение переменной на 5, да, поменяем, либо наоборот оставим переменную 10, либо тут поставим 10. И так, сохраним и скомпилируем это дело, то теперь, да, мы получаем нашу заветную фразу IMWork, что говорит о том, что, да, ну, либо, смотрите, можете, да, можно вот так сделать, то есть проверить. То есть, ну, понятно, да, равенство тоже, в принципе. Я думаю, что вопрос вызывать не должно. Также в C++ есть, так скажем, обратный оператор оператору сравнения на эквивалентность, да, на равенство. Это оператор сравнения на неравенство. У него такой немножко, может быть, нестандартный синтаксис, кому-то покажется. То есть нужно убрать одно равно, вот так скажем, да, левое, и поставить вместо него восклицательный знак. И это именно оператор сравнения на неравенство. То есть обратная логика, мы проверяем, что value не равно 5. А так как, ну, мы понимаем, да, инициализация у нас value равно 5, то есть тело цикла не должно отработать. Компилируем, проверяем, так ли это. Да, действительно так, у нас в консоли вывода нету, делаем вывод, что тело не отработало. То есть теперь нам подойдет любое значение, так как у нас проверяется условно, в условном выражении с помощью оператора на неравенство, проверяется, соответственно, неравенство. И теперь подойдет абсолютно любое значение, хоть там 50, например, да. Скомпилируем, убедимся, да, вот теперь отрабатывает. Там, допустим, минусовое какое-нибудь значение, пожалуйста, там, минус 15. Тоже отрабатывает, понятно, потому что действительно выполняется, что value не равно 5. Вот, как-то так. И какие еще операторы сравнения есть? Такие же, как в математике, не строгое сравнение, то есть операторы не строгого сравнения. Это оператор больше либо равно 5, то есть в этом случае мы проверяем, что либо значение переменной будет 5, либо больше, чем 5. То есть нам как и пятерка подойдет, да, понятно, IMWork, то есть получили, выполнили тело цикла, так и, например, 15 тоже подойдет. Тоже запустим, проверим. Все работает. Но если мы сделаем 4, понятно, что уже цикла, опять сказал цикла, прошу прощения, не путайтесь, мы сейчас работаем с оператором условного ветвления if. Но, опять же, если вы оказались у этого урока, вы уже должны с ними как вообще с закрытыми глазами работать, поэтому не тушуйтесь, то что я периодически его зачем-то циклом упорно называю. Вот. Ладно, я, может, потом обрежу этот момент, или не буду, ладно. Короче, это первый оператор не строгого сравнения, да, ну и, соответственно, естественно, второй оператор это меньше либо равно. Тут мы проверяем переменную, как раз таки теперь при том же значении переменной равным 4 у нас тело оператора условного ветвления if отработает, IMWork. Но как только мы сделаем, то есть равенство тоже, проверим, да, равенство тоже будет работать, но как только мы сделаем больше 5, то есть равенство нам подходит, а вот уже больше не подходит, поэтому тело оператора не выполняется. Все, в принципе, я думаю, что с этим можно заканчивать. Я думаю, что тут все предельно понятно. Я думаю, для большинства людей никаких особых прям проблем вызвать не должно. Но если что, просто потренируйтесь, напишите тоже какой-нибудь простенький код. Вы уже, скорее всего, знаете, опять же, операторы условного ветвления, какие-то циклы while, for тоже вам наверняка знакомы. Можете там же в их условных выражениях тоже попробовать эти все операторы сравнения. Ничего такого сверхъестественно сложного. Так что все, еще раз удачи в обучении, давайте до скорого, сейчас буду записывать следующий ролик. Пока.